Через 2 месяца в кинотеатрах выходит новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Первый фильм после «Оппенгеймера», который, напомню, взял 7 Оскаров. Нолан мог снять все, что угодно после такого успеха, но выбрал Гомера. И фильм уже на слуху. Правда, в основном в негативном ключе, поскольку кастинг вызвал вопросы и немалые. Кто ты, воин? Аудитория привыкла к определенному образу античных героев, и во многом этот образ сформировала именно Троя 2004 года. Фильм, актеры которого подобраны настолько хорошо, что любое отступление от него ощущается как нарушение какого-то неписанного правила. Обсудим это. Посмотрим же на Трою более свежим взглядом, потому что при более вдумчивом просмотре возникает несколько вопросов. Например, что именно сделало Ахиллеса великим? Нечто, произошедшее в Трое, но ничем весомым, кроме победы над Гектором, Ахиллес там не отличился. Или он уже был великим до Трои? Тогда почему предсказание гласит, что он останется в веках, если поедет в Трою? Отправившись в Трою, ты обретешь славу, но ты не вернешься. Что это было за событие, после которого он стал великим? Почему Гектор был единственной защитой Трои, и кто его отправил, по сути, на казнь? Эту войну мы проиграем, отец. Жрецы неправильно распознали знаки богов, или именно в этом и был их замысел — уничтожить Трою? И как нам пытались продать идею, что Приам хороший царь, хотя он хуже во много раз Агамемнона? Ахиллес. Сразу важная оговорка. Все, о чем мы говорим, касается только сюжета и того, что показано в самом фильме. Мифологию мы не берем и дополнительные легенды тоже. Только ту историю, которую видим на экране. Главное про Ахиллеса вот что. Это весьма трезвомыслящий и циничный в хорошем смысле человек. Он понимает, как устроен этот мир и не питает иллюзий насчет царей и войны, а также насчет людей вокруг. Я понимаю больше, чем все жрецы. Если посмотреть, как он выходит на поединок с Беагрисом в открывающей сцене, когда спит в шатре и его еле поднимают, то можно заметить, как ему откровенно скучно от происходящего. Этот образ жизни и настроение сообщает нам, что Ахиллес, вероятно, пребывает в состоянии кризиса. Это же мы можем считать, когда позже к нему приезжает Одиссей и уговаривает поехать в Трою. И у Ахиллеса уже к тому моменту есть сомнение, какой путь выбрать. Его как будто тянет в сторону более спокойной мирской жизни, возможно, даже конкретно семейной. И не то, чтобы он не хочет ехать совсем, но ехать ради Агамемнона, которого он открыто презирает, он точно не хочет. Он не сумел удержать свою жену, мне нет до этого дела. В итоге Ахиллес решает поехать после разговора с матерью, услышав то самое предсказание. Оставшись в Ларисе, ты обретешь мир. Возьмешь в жены юную деву, она подарит тебе детей, и у них тоже появятся дети. Но не станет твоих детей, и твое имя забудут. Отправившись в Трою, твое имя останется в веках. Но отправившись в Трою, ты уйдешь навсегда. Здесь, кстати, очень интересный момент. Когда я смотрел этот фильм в более юном возрасте, я даже не задумывался о том, в каком состоянии пребывал Ахиллес на протяжении всей троянской кампании. Представьте, вы профессионал высочайшего класса, и при этом вы точно знаете, что это последние моменты вашей жизни, и вы из этой поездки не вернетесь. Любопытное состояние, не правда ли? Могу предположить, что в таком состоянии посещают весьма интересные мысли. Я вижу их ночами, всех, кого убил. Они мне говорят: мы ждем тебя, брат. И если с такой точки зрения рассматривать поведение Ахиллеса в Трое, то становятся более понятны его реплики, сомнения и тот факт, что как воин он стал еще бесстрашнее и угрожающий, поскольку ему нечего терять. Трое, встречая Брисеиду, он начинает с ней романтические отношения и в какой-то момент даже решает вернуться обратно с ней, остепениться и жить семейной жизнью. И только обстоятельства, а именно гибель его брата Патрокла, возвращают его в статус действующего воина. Где Патрокл? Он мертв, господин. Гектор перерезал ему горло. Почему вы отпустили его? Пока не время убивать царевичей. Ахиллес хочет славы, об этом он говорит сам, но в фильме он показан так, что одной славы ему мало, и это его терзает. Оставшись в Ларисе, возьмешь в жены юную деву, но отправившись в Трою, ты не вернешься, ибо славу твою держит за руку твоя погибель. В другом видео мы разбирали предназначение, и много людей писали о том, как же все-таки узнать свое предназначение. Но тут есть парадокс. Предназначение и миссия — это не всегда то, что приносит удовольствие.
И не всегда то, что легко и лучше всего ощущается. Можно даже вспомнить в этом контексте самого известного Мессию и насколько его судьба была легкой или нелегкой. Возможно, Ахиллес сам до конца не понимал, чего хочет. И в этих сомнениях его и находит собственная смерть. Но прежде чем мы дойдем до смерти, пророчество, мать Ахиллеса ставит перед сыном выбор. Он может остаться дома, жениться, завести детей и быть счастливым. Но его имя будет забыто спустя какое-то время. Или же он обретет вечную славу под стенами Трои, но там же и найдет свою погибель. Всегда интересно узнать, изменился ли бы исход, не зная человек определенного предсказания о своей судьбе. Тут, кстати, забавный момент, который проходит мимо, как что-то само собой разумеющееся. Все эти герои постоянно рассуждают о том, что их будут помнить в веках. И потому безвестным будешь ты. Эту войну будут помнить в веках. Память об этой войне переживет тысячелетия, но наши имена останутся в веках. Спрашивается, в то время жившие люди в реальной жизни ходили и думали каждый день, а вот что про меня скажут через 2000 лет? Маловероятно. Все занимаются текущими делами и стараются выжить. И на самом деле помнят их в веках исключительно потому, что грек по имени Гомер взял и написал про них Илиаду и Одиссею. Иронично, что без Гомера никаких Ахиллесов и Гекторов мы, скорее всего, бы не знали. Так что вечная слава у них действительно есть, но за нее нужно сказать спасибо не богам и не своим подвигам, а одному писателю. Ладно, возвращаемся к Ахиллесу. Он запомнится в истории как величайший воин. Но вопрос, что именно делает его великим? Попробуем это понять. Есть 3 контрольные точки. Ахиллес уже великий до Трои. Ахиллес становится великим именно в Трое. Или Ахиллес становится великим самим фактом того, что он попал в Трою. То есть он не делает там ничего грандиозного, просто оказывается там, и это зафиксировало память о нем. В Трое он отличился несколькими событиями. Первый высадился на берега Трои и не умер, разграбил храм Аполлона, не покинул Трою, как собирался, победил Гектора, в составе группы лиц по предварительному сговору попал за стены Трои в деревянном коне и погиб в Трое. Разберем каждое из них. Высадка, а также атака на храм Аполлона и проникновение в Трою было присуще не только Ахиллесу, так как в этом поучаствовали и другие люди. Смерть в Трое делает его судьбу более героической, но сама по себе не является величием. Остается одно — победа над Гектором. Сегодня ты лишишься глаз, ушей и даже языка. Ты явишься воит слепым, глухим, немым, и мертвецы будут говорить. Это Гектор. Глупец, решивший, что он сразил Ахиллеса. Но учитывая, что никто особо и не сомневался в том, что Ахиллес сильнее Гектора, делает ли это его великим? Кто же убил Тектона у стен храма Аполлона? Метнувший копье обладал невероятной силой. Я прежде не видел такого. Почему же тогда он не великий без Трои? Отправившись в Трою, ты обретешь славу. Возвращаемся к пророчеству. Почему именно отправка в Трою должна послужить причиной величия? Согласно этой истории, есть 2 самых сильных воина — Гектор и Ахиллес. Гектор вправду такой хороший воин, как говорят? Великий, лучший из троянцев. А многие мнят его величайшим из всех. Кстати, интересная получилась бы теория, если представить, что это Одиссей уговорил Патрокла одеть доспехи Ахиллеса и направиться в бой. Даже если побратим твой останется, надеюсь, ты с нами пойдешь. Уловками опутывай меня, не брата. Он не стал бы слушать меня. Я с ним поговорю. Останься, Ахиллес. Мы что, уходим? Завтра утром. Нам сейчас нельзя уходить. Хорошие воины нам нужны. Этот мальчик нам подарит Трою. У тебя есть меч, а я лишь тем оружием владею. Неплохо, что боги мне вручили в дар. Но вряд ли он стал бы это делать, потому что у него очень хорошие отношения с Ахиллесом. И это же подтверждает его шокированная реакция на гибель Патрокла. Это был его брат. Мы хотели сегодня отплыть. Но вернемся к противостоянию Гектора и Ахиллеса. Если Ахиллес побеждает Гектора, получается, что он самый великий. Тогда стратегия Ахиллеса сводилась бы к тому, что нужно как можно быстрее выйти, найти Гектора и сразу же его устранить в самых первых кадрах. Для чего имитация и еще что-то делать? Зачем мне убивать тебя сейчас, троянский царевич? Никто этого не увидит. А здесь можем вернуться к поединку между ними. Особо-то и нет никакого противостояния. Ахиллес мог убить Гектора за секунду, как Багриса в начале, но намеренно тянул с этим. Так в чем же подтверждение факта величия? Тут варианта 2.
Либо в этой вселенной он так и не стал великим, так как та история, которая показана, не делает его великим. Либо сам факт того, что он пришел и победил другого серьезного воина, и делает его великим. Ты можешь быть супер бойцом, но если ты не выйдешь на ринг и не подтвердишь свое мастерство, ты не станешь чемпионом. Соответственно, победа над Гектором еще и в таких условиях, которые приближены к абсолютно честному бою, где они вышли просто 1 на 1 и им никто не мешал, действительно закрепляет за ним статус особенного бойца. Теперь узнаешь, с кем решил сразиться. Посмотрим, что происходит дальше. Когда Ахиллес уже за стенами Трои, его главная мотивация — найти Брисеиду. Где Брисеида? Говори. Я ее не видел. То есть здесь он уже руководствуется не столько славой, сколько именно поиском этой девушки. Находя ее и отвлекаясь от битвы, на минутку они попали в чужой город, где люди защищаются и друг друга убивают. Ахиллес начинает ее брать на руки. И в этот момент его убивают. Сначала попадают в пятку, а потом несколько стрел в грудь контрольных. Знал бы Ахиллес, кто в этот раз на лучнике, не был бы таким опрометчивым. Так и что получается? В тот единственный момент, когда Ахиллес перестал быть великим воином и пошел за тем, что хотел сам, его убили. Кампания для него на этом заканчивается. Заслуга в этой кампании, если так посмотреть, у него одна, то, что он победил Гектора. И своим присутствием вселял до определенного момента боевой дух в товарищей по опасному бизнесу. Является ли это величием? Вопрос открытый. Но один вывод точно можно сделать. Сомнения приводят к неудачам. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели. Сын Пелея, теперь узнаешь, с кем решил сразиться. Утром я буду считать тебя врагом. Мы скоро встретимся, брат мой. Когда ты находишься между двумя желаниями и не можешь до конца решить, что тебе нужно, это чревато, особенно на поле боя. От этого не застрахован даже такой великий воин, что уж тут говорить о простых смертных. Повторюсь, получается, что главная заслуга Ахиллеса в этой кампании в том, что он победил Гектора. И вот это интересно, потому что Гектор, по сути, и является Троей. Замир! Если вспомнить хронологию, то троянцы установили с греками мир, который был очень нужен обеим сторонам. Парис безрассудно и инфантильно похищает Елену, жену Менелая, царя Спарты. Дальше идут сражения, и когда они успешно подавляют греков, Гектор говорит, что не нужно дальше воевать, давайте остановимся и будем находиться за стенами Трои, которые неприступны. Все троянцы повторяют это как мантру. Мирмидонцы не участвовали в сражении. В греках по-прежнему нет согласия, но если мы ударим, они объединятся против нас. Нам не след бояться наступлений, стены Трои неприступны, враг побежит назад. Греки вчера недооценили мощь троянцев. Мы не должны повторить их промах. Но Приам, отец Гектора и правитель Трои, под влиянием жрецов решает, что они совершат ночное нападение на греков. И вот здесь интересная мысль, что не случись этого нападения, Патрокл не вышел бы в доспехах Ахиллеса, Гектор не убил бы его, думая, что это сам Ахиллес, Ахиллес бы уплыл, тем самым обронив дух остальных воинов, и самое главное, он бы не сражался с Гектором. Ты либо очень храбр, либо очень глуп, чтобы в одиночку преследовать меня. Сами греки бы уехали, и Ахиллес вместе с ними, проиграв, потеряв много людей и царя Спарты, и в конечном итоге несолоно нахлебавшись. А получилось так, что Ахиллес убил Гектора, а из-за того, что Гектора не стало, пала и сама Троя, потому что других разумных людей в правительстве Трои как будто больше и не было. Но Гектора подвели не только свои, он и сам себя подвел, и это тоже важный момент. Гектор совершил ошибку даже не столько тем, что убил Патрокла, хотя тут ему стоит отдать должное, так как он вышел, думая, что это Ахиллес, а тем, что вышел сражаться с Ахиллесом. Все это нужно воспринимать как поле для битвы. Война — это бесконечный путь хитрости, и желание сражаться на сильных полях своего соперника — это прямой путь к поражению. Здесь можно сослаться на Сунь Цзы, который написал «Искусство войны» 2500 лет назад. Как говорит Сунь Цзы, хороший командир великодушен и равнодушен к славе. Чего? У Сунь Цзы есть несколько мыслей, которые прямо описывают ситуацию Гектора. Первое. 100 раз сразиться и 100 раз победить — это не лучшее из лучшего. Лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь. То есть высшая форма победы — это вообще не вступать в бой, а заставить противника отступить или ослабить себя самому. У Гектора был именно такой выбор — остаться за стенами Трои, не давать бой и ждать, пока греки сами развалятся. Стены неприступны, и осада будет дорогая, а в греческом стане уже раздрай. Время работало на Трою. Вторая мысль Сунь Цзы. Сунь Цзы, китайский принц Макиавелли.
Это Тони меня на него подсадил. Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не может, будет победителем. Это знание Гектору и отказало. Он знал, что не может победить Ахиллеса 1 на 1. Гектор далеко не глупый человек, он прекрасно понимал, что против Ахиллеса у него мало шансов или практически нету. Не зря же он жене показывал тайный путь для бегства из строя за ночь до поединка. По большому счету он прощался как перед казнью. И третья мысль. Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом. Сунь Цзы. 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 Сунь Цзы. Ты же полис. Вот это ключевое. В нашей культуре есть навязанный нарратив, что красиво умереть в безнадежном бою благороднее, чем уклониться. Сунь Цзы говорит обратное. Жертва может быть не только преимуществом, но и поражением в красивой обертке. У него также есть еще одна мысль, которая объясняет ошибку Гектора в одной строчке. Армия-победитель сначала рассчитывает победу, а потом бросается в бой. Армия проигравший сначала бросается в бой, а потом надеется на победу. Гектор даже особо не рассчитывал на победу. У них у всех была возможность сразить того же Ахиллеса стрелой, когда он приехал к стенам Трои. Понятное дело, что нам показывают такой легендарный эпос, в котором такие поступки были не по понятиям. Но если так подумать, то Гектора просто отправили на верную смерть. Прости меня, если чем-то тебя обидел. Я служил тебе как умел. Кстати, это интересная мысль, что у нас очень неоднозначное отношение к феномену хитрости как таковому в обществе. Потому что если вспоминать разные легенды и мифы, это касается не только Трои, но и других, то там хитрость преподносится с разных сторон. То есть даже в той же Трое отсутствие хитрости у троянцев касаемо поединка Гектора и Ахиллеса демонстрируется как благородство, а та же хитрость, которую греки используют для создания троянского коня, больше преподносится как смекалка. Вопрос: если тебе дело до благородства, если по итогу ты получаешь поражение. Но возвращаемся к Гектору. Уходя, он прощается со всеми, и все понимают, что Гектору, в общем-то, конец. Осознавая, что следующие твои поступки приведут к тому, что и тебе конец, и твоим близким конец, потому что, сбежат они из строя. И что они будут делать дальше? Они же не будут где-то в другом месте тоже царями, они будут скитаться и как-то непонятно жить. И ты все равно идешь на этот шаг. Это все равно, что борцу стоять в стойке с ударником или ударнику начать пытаться бороть борца. Зачем, спрашивается? Зачем драться на сильных сторонах своего соперника? Разве что, если ты не хочешь победить. Тогда понятно. То есть Гектор сам подписал себе смертный приговор, выйдя на эту битву. Вы можете даже посмотреть, это не была битва в привычном понимании. Гектор выходит к Ахиллесу и говорит: давай условимся, что проигравшему будут оказаны все почести. Что победитель позволит воздать поверженному все подобающие почести. То есть мне будут оказаны все почести, говорит Гектор. Ахиллес говорит: ты чё? Какие могут быть вообще разговоры между хищником и жертвой? Клятв между львом и человеком быть не может. Гектор такой: не прокатило. Это просто фиаско. Я думаю, это как раз следствие того, что Гектор оказался в очень плохой компании с этим братом и дедушкой, который является его отцом. Но и он сам играл против себя, потому что согласился на чужие условия боя, где у него просто не было шансов. Можно было 100 вариантов придумать, как решить эту проблему, но в итоге он сделал то, что сделал. Гектора в итоге подвели не только свои, но и он сам, потому что он согласился играть по чужим правилам. То, как закончилась его история, чем-то напоминает и судьбу самого Ахиллеса. Но над ними стояли еще те, кто принимал решения в этой компании. Представь, что цари бились бы сами. Вот было бы зрелище. Здесь у нас 2 больших правителя и 2 поменьше. 2 больших — это Агамемнон, царь Микен, и Приам, царь Трои. И 2 правителя поменьше — это Менелай, брат Агамемнона, царь Спарты и муж Елены, и Одиссей, царь Итаки, которого играет Шон Бин. И удивительно, что он остался в живых, зная специфику его фильмографии. Это, кстати, тот персонаж, который будет главным героем нового фильма Нолана. Еще, конечно, есть Парис, младший сын Приама, который похитил Елену. Про Париса даже говорить особо нечего, считай, ради собственных каких-то прихотей погубил 1000 жизней и, самое главное, царство. А вот про больших царей, про Агамемнона и Приама интересно порассуждать, потому что здесь возникает вопрос: что делает правителя правителем? Личные качества или результат? Когда смотришь этот фильм в юном возрасте, кажется, что Приам более мудрый, человечный и более лучший правитель. И это правда. У него хорошие человеческие качества, но не в роли правителя. Если посмотреть на результат его правления, то закончилось все тем, чем закончилось. Пощади невинных. Невинных не бывает.
Нигде. Когда он приходит к Ахиллесу и говорит, что тот забрал у него все, что у него было, Ты все отнял у меня. то на самом деле он не имеет права такого говорить. Правитель не принадлежит сам себе, на нем много чего завязано. Это же много людей от него зависит, плюс государственная ответственность. И говорить о том, что со смертью одного сына у него все потеряно, это признак слабости, который, собственно, и подтверждает весь характер этого правителя. Сколько отцов, сыновей, мужей ты убил. Эту войну мы проиграем, отец. Препятствий нет, пусть войско на рассвете выступает. Я любил своего мальчика. Отец, мы совершаем ошибку. Я любил своего мальчика. Готовьте войско. Ты лучше, чем тот царь, что возглавляет наше войско. Тут можно вспомнить Макиавелли, который написал произведение «Государь», практическое руководство для правления. Макиавелли говорит про одну вещь, которая объясняет ошибку Приама. Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. То есть быть хорошим человеком и быть хорошим правителем — это не одно и то же. Иногда эти понятия вообще друг другу противоречат. У Макиавелли есть знаменитая метафора. Государь должен соединять в себе двух зверей — льва и лису. Лев боится капканов, а лиса — волков. Следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, а льву, чтобы отпугнуть волков. Чего? Приам же как будто оторвался от реальности. Жрец положил перед ним капкан с конем, и тот его даже не разглядел. Еще одна цитата, которая прямо описывает катастрофу Приама. Если государь, проповедуя мир и верность, последует тому, что проповедует, то быстро лишится могущества и государства. Приам именно так и сделал, поверил в почести проигравшего, в волю богов и в дар уплывающих греков, и лишился государства. Приам играл свою человеческую роль хорошего отца и человека, а роль требовала совсем других качеств, правителя, на котором царство. В то же время Агамемнон представляется более злым, циничным и жестоким. Но задайте себе вопрос, по чьим управлением и в чем царстве вы хотели бы жить? Если хороший правитель — это тот, у кого хорошие человеческие качества, то Приам — идеал. Но если хороший правитель — это тот, кто сохранил государство и подданных, то им оказывается Агамемнон, цинично и жестоко добивающийся своего. То есть получается, как обычно, что у медали две стороны. И не бывает черного и белого, а истина где-то посередине. Войны и смерть для юных, для старцев разговоры. Тебе известно это. Забудь о политике. И еще одно. Помимо царей, здесь лейтмотивом проходит тема богов. Причем про богов говорят разные персонажи. И цари, и жрецы, и воины, и обычные люди. И если правители играли в свои игры, то возникает вопрос, а кто над правителями? В чью игру играли уже они? Боги благоволят Трое. Когда я недавно пересматривал Трою, мне бросился в глаза один момент, над которым я раньше не задумывался. Это совет в Трое где-то во второй половине фильма, когда троянцы уже побеждают, и Гектор говорит, что не надо больше нападать на греков. На этом совете жрец говорит, что он по каким-то знакам распознал, что боги настроены позитивно. Этот же персонаж, в тот момент, когда Гектор призывал к здравому смыслу и говорил, что они победили один бой, потому что не было Ахиллеса и его отряда, и не стоит сейчас на греков нападать, потому что это их объединит, и плюс Ахиллес выступит, на это жрец опять сказал, что у него знаки говорят об обратном, и вообще до этого он не ошибался. Ты уверен, что правильно истолковал все знаки? Осквернение храма Аполлона разгневало его. Боги прокляли греков. Два их царя уже мертвы. Препятствий нет, пусть войско на рассвете выступает. И Приам послушал не Гектора, а этого жреца. В итоге, кстати, из-за этого решения Гектора и не стало. Потом, когда греки построили коня, и уже Парис говорил, что не надо тащить этого коня в Трою, и его надо просто сжечь. Это дар. Нам следует отвести его в храм Посейдона. Нам нужно его сжечь. Сжечь? Мой господин, это дар бога. Царевич прав. А я напомню, что они находят этого коня рядом с трупами, у которых видна какая-то пигментация кожи. То есть то ли это чума, то ли еще какое-то заболевание. То есть хотя бы уже на этом основании можно было сжечь этого коня. Но жрец опять сказал, что тогда он был прав, значит и сейчас прав. Надо послушать и принести этот дар богам. Позвольте напомнить вам, несчастный царевич Гектор тоже был против воли богов. И на следующий день был сражен мечом Ахиллеса. Отец, сожги его. Мой царь, не сочтите за дерзость, но я не хочу, чтобы еще один сын Трои испытал на себе гнев богов.
В итоге грохнули и этого жреца, и Приама, и так далее. Может показаться, что это просто фанатик, который не отличает свои хотелки от реальности и навязывает их еще и царю. И это недалеко от правды. Но интересный момент здесь другой. Мировоззрение людей, которые живут в этой истории, целиком построено на каком-то взаимодействии с богами. И вот какая мысль мне пришла, она будет немного необычная. Возможно, как раз, боги действительно давали такие знаки, и действительно этот жрец их правильно истолковал. Другое дело, в чем был замысел богов. Может быть, как раз то, к чему все это и пришло, и было их замыслом. Чтобы все земли были объединены в одном государстве. И тогда смотрим, что это значит. Если боги дают знаки, которые ведут к падению Трои, к смерти Гектора и к гибели того же Ахиллеса, то, возможно, в этом есть своя логика. Аполлон простер над нами щит. Разве Агамемнон дерзнет бросить ему вызов? А есть ли под командой бога солнца хоть малое войско? Не высмеивай богов. Прости, отец, но сражаться придется не тебе. Верховный жрец — служитель богов. А я служитель моей Трои. Я почитал богов во все времена. Но сегодня я бился с греком, который осквернил статую Аполлона. И Аполлон его не поразил стрелой. Когда люди истолковывают знаки высших сил, вопрос в том, совпадает ли намерение и вообще интересы этих сил с интересами самих людей. И даже если предположить, что они совпадают, готов ли ты будешь принять то, что у этих сил для тебя уготовлено? Потому что предназначение и счастье — это не всегда одно и то же. Судя по тем же талантам Ахиллеса, он именно для этого и был рожден. Быть воином и лучшим в своем деле. То есть его предназначение было очевидно всем. Ты был рожден для этой войны. И знаки богов, видимо, толкали его именно туда. Но по итогу ему самому принесло это счастье. Он погиб на чужой земле, потеряв возлюбленную, которую только нашел, не успев даже пожить обычной жизнью, на которую начал было соглашаться. Да и произошло это, если честно, максимально нелепо. От стрелы одного из худших воинов в истории. Причем, если так подумать, то это мы знаем, что у Ахиллеса слабое место — это его пятка. Но знал ли об этом Парис? Возможно, он даже здесь просто промахнулся. Так или иначе, его имя помнят тысячи лет, и это действительно сбылось по пророчеству. А все остальное не имеет отношения к его счастью, а является судьбой. И это разные вещи. И здесь у нас кольцо замыкается. Мы начали с Ахиллеса, перед которым стоял нелегкий выбор между размеренной жизнью и величием. Прошли также через Гектора, которого подвели свои, через царей, один из которых играл в человека вместо роли правителя. И пришли к богам, у которых, возможно, свои интересы, и для которых все эти люди — фигуры на доске. Каждый так или иначе играл в чужую игру, и каждый из них проиграл. Или не каждый. Гораздо важнее, что он умеет выигрывать сражения. Упокойся с миром, брат мой. Одиссей. Троя — это история про тех, кто пришел в эту игру и навсегда в ней остался. И только один из главных героев в этой истории сел на корабль и уплыл. Это Одиссей. Тот самый герой, который уговорил Ахиллеса ехать в Трою, который придумал коня и закончил эту кампанию. И тот, который потом 10 лет не мог вернуться домой. Иронично, но Одиссея — это уже история про того, кто выбрался, но не может вернуться. И это уже другая сторона той же темы. Что делает с человеком великая кампания? Можно в ней погибнуть, как Ахиллес, а можно ее выиграть, как Одиссей, и не смочь после этого вернуться к себе прежнему. И вот про этого человека выходит фильм Нолана. Но я думаю, ждать стоит не зрелища, а ответа на тот же вопрос, который мы разбирали. У тебя есть меч, а я лишь тем оружием владею, что боги мне вручили в дар. Что делает человека великим и что человек отдает за это величие? Какова цена? Посмотрим, что ответит Одиссей.